I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим спортивные беспроводные наушники от компании Sivga. Их стоимость сейчас составляет примерно 3700 рублей, и они приходят в очень небольшой коробке с очень простым оформлением. На лицевой части здесь изображены сами наушники и имеется название модели SPT1. Ну а сзади указаны технические характеристики, и за звук здесь отвечает один динамический драйвер 10 мм. Тут имеется поддержка самого последнего Bluetooth 5.3. И, конечно, наушники могут работать как с Android, так и с Apple девайсами. И получили поддержку кодеков AAC и SBC. Ну а чувствительность наушников составляет 105 дБ. И они получили 16 Ом импеданс. Также здесь указано максимальное время работы 8 часов на средней громкости. И заряжаются они около 2 часов. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Ну и первое, что нас здесь встречает, это очень большой и подробный мануал по использованию и настройке наушников на разных языках. И здесь даже есть русский язык, поэтому здесь расписано все понятно и очень подробно. Я думаю, разберется каждый. Ну и вот так выглядит этот отличный увесистый кейс весом 98 грамм. Здесь имеется надпись Sivga, а сзади имеется порт для зарядки USB Type-C вот этим черным комплектным кабелем. Либо вы можете использовать беспроводную зарядку мощностью до 5 Вт. Кейс ее поддерживает. Но внутри кейса, что меня очень порадовало, это наличие двух цифровых дисплеев. Первый слева отображает уровень заряда самого кейса в процентах, сейчас 88, но на камеру видно, что он моргает. На самом деле в жизни тут цифры не моргают. А тот, что справа, показывает зарядку левого и правого наушника. Как по мне, это очень удобно. Вот еще бы все производители начали так делать, было бы реально отлично. Но смотрятся сами наушники, на мой взгляд, вообще отлично. Качество изготовления вообще вопросов никаких нет. Они имеют белый цвет, но вы можете приобрести черный. И здесь есть вот такие оранжевые вставки, что как бы делает дизайн более интересным. И на лицевой части здесь на обоих наушниках имеется логотип компании Sivga. И стоит сказать, что наушники довольно легкие, да и пластик тут у них матовый, поэтому отпечатки они никакие не собирают. А на внутренней части наушника тут имеется едва заметная маркировка правого и левого канала. Ну а сопло здесь небольшое и совсем слегка вытянутое. И диаметр звуковода здесь составляет 0,4 сантиметра. А вот амбушюры я пробовал сюда ставить разные. И, как видите, я остановился на вот этих стандартных белых силиконовых насадках, так как с ними и посадка в полном порядке, да и со звукоизоляцией все отлично. А крючок, который здесь имеется, просто идеально делает свою работу. Наушники во время того же бега у вас не слетают, и вы будете практически не ощущать их при ношении. Да, регулировать его нельзя, то есть он уже вот заранее сформирован, но тем не менее проблем при использовании я вообще никаких не обнаружил. Ну а теперь наушники я подключил к смартфону, коннектятся они очень быстро, без каких-либо задержек. Просто открываете кейс, включаете Bluetooth на вашем смартфоне и достаете наушники, а после открываете ваш любимый музыкальный стриминговый сервис, например, я буду использовать Qobuz. Здесь также есть уровень заряда самих наушников, и обязательно здесь в настройках не забудьте включить кодек AAC, это очень важно. Ну и все. Можно слушать музыку. Ну и давайте теперь быстренько посмотрим жесты, которые здесь имеются. Они довольно стандартные и очень понятные. Одно касание на правом наушнике повышает громкость, а на левом понижает. Ну а двойное касание на обоих наушниках делает паузу, либо воспроизведение. Также на правом. И обратно можно поставить на паузу. Все. Так-то здесь на самом деле все просто, и я думаю, уже разберется каждый. Ну и также, конечно, можно принять вызов, либо повесить трубку.
А чтобы включить следующий трек, нужно коснуться трижды. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, именно к звучанию этих спортивных и очень удобных наушников Sivga SPT1. Их от чиха я, конечно, не смог найти, поэтому от себя постараюсь описать их звучание максимально подробно и точно. Первое, что сразу бросается при прослушивании, это очень теплый нейтральный тон подачи средних и высоких частот. Наушники получились не яркими, не уходят в какую-то крикливость, не акцентируют какие-то сибилянты в голосе, да и тарелки совсем слегка правильно подчеркнуты. Поэтому при прослушивании они своей подачей совсем не утомляют. Ну а то, как передаются низкие частоты, вообще меня удивило. Бас массивный, упругий, с хорошей текстурной проработкой, и уже на громкости выше средней он заметно так доминирует. Что будет особенно важно при использовании их где-нибудь на улице или в метро. Но если вы планируете использовать их для тренировок, то вообще отлично, потому что с глубиной и объемом тут все на хорошем уровне. Тут вам явно выделенный не затаившийся саб-бас и дополнительный панч от мид-баса, который имеет вполне хорошую подчеркнутую атаку, и он не звучит излишне расслабленным и гулким. Да и кик здесь отлично делает свое дело в совокупности с басом. Но средние частоты здесь подаются прямо как я люблю, нейтрально, ровненько и аккуратно. И при этом где надо. Тут есть и драйв, и эмоциональность у тех же гитар, то есть они не звучат скучно и вполне себе так сохранили свою энергию для более захватывающей и дерзкой подачи в тяжелых жанрах. И для наушников такого форм-фактора мне сразу понравилась эта знакомая подача средних частот, в которой есть и хорошее ощущение тепла и вполне умеренной прозрачности. А уж что мужской, что женский вокал передается с хорошим насыщением и правильным, не излишним количеством воздуха, который очень хорошо сказался на этом диапазоне и заметно так помог раскрыться вокальной части и инструментам, чтобы не звучать глухо, закрыто и темно, а наоборот более ясно и воздушно. Ну а вот на высоких частотах у Sivga SPT1 здесь сразу заметен очень нейтральный, тот самый гладкий, спокойный тон и подход к настройке. С хорошей детальностью и разрешением и вполне умеренной техничностью. И определенно стоит сказать, что вы не встретите в этих наушниках никаких резонансов, так как они не сильно требовательны к качеству записи и явно не уходят в жесткую аналитику, как в дорогих аудиофильских АЕМ, где вы буквально занимаетесь выслушиванием каждого звука и призвука, поэтому даже в тяжелой металл или рок-музыки с кучей перегруженных дисторшеном инструментов, эти наушники выдают эту область очень аккуратно и просто приятно на слух. А со звуковой сценой для наушников такого форм-фактора здесь все довольно хорошо. Инструменты звучат раздельно, не сливаются в одно целое, да и с глубиной тут полный порядок. Но вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Sivga SPT1 получились отличными наушниками с очень приятной и нейтральной басовитой подачей для такого форм-фактора. И уж тем более отлично подходят для спорта, для прослушивания аудиокниг, музыки и каких-либо подкастов. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.